Всем привет! Сегодня я хочу пересадить свою хризантему мультифлора в открытый грунт. Вот такие маленькие череночки. Я их получила примерно недели 2 назад. Выписывала на OLX, на сайте бесплатных объявлений. Череночки, конечно, я расстроилась. Они пришли не такие, как я ожидала. 2 из них уже пропало. В общем, решила я их пересадить в открытый грунт. Получила я свои хризантемки в не очень хорошем виде. Сейчас вставлю видео и покажу вам, какие я их получила. Такие малюсенькие. Ну, живенькие, смотрите. Манюсенькие, но не повявшие. Буду слаживать обратно в эти пакеты, так как они подписаны по номерам. И в конце видео постараюсь поставить фотографии, какие они должны быть. Так немножечко побольше. Смотрите. Хотела высадить эти черенки сразу в грунт, но сейчас я немножечко поменяла мнение, и я их посажу в стаканчики для того, чтобы они принялись в рост, набрали хоть немножко зеленую массу. Потому что если я высажу такие манюсенькие череночки сразу в грунт под палящее солнце, а температура сейчас очень жаркая, больше 30 градусов, то, конечно же, в таких экстремальных погодных условиях эти череночки не выживут. Они еще очень и очень маленькие. Один череночек я уже пересадила, вот 4-й. Пересадила, попробовала, как он будет себя чувствовать. Пересадила 3 дня назад. Ну, вроде бы все нормально. Решила пересаживать остальные. Лунки я уже накопала. И сейчас займемся пересадкой. От момента укоренения до цветения должно пройти 120 дней. Ну вот я не знаю, сейчас начало июля. И я не знаю, получится у меня в этом году увидеть цветы у этих хризантем, хотя бы 1 или 2. В общем, я рассчитывала на лучшие черенки. Продавец меня подвел. Разгребаю луночку и делаю перевалку. Грунт, конечно, сейчас сухой, потому что стояла аномальная жара. Сейчас немножко похолодало, поэтому я решила в этот период быстренько их пересадить, потому что жара стояла больше 40 градусов. Ночью опускалась до 30, днем больше 40. Ну, такую температуру пересаживать не нужно. Так, это я посадила 7-й. Вставляю меточку. Так, это номер 1. Первую неделю после пересадки в грунт, в общем, я их пролью сейчас водичкой, и первую неделю проливать буду только водой. Позже буду кормить аммиачной селитрой для того, чтобы хорошо нарастала зеленая масса. Цветение хризантем будет хризантемы реагируют на короткий световой день. Как только дни уменьшатся, сразу же цветок закладывает бутоны. Прищипка хризантемам мультифлора не нужна. Они генетически закладывают шар, формируют сами шарообразное строение цветка. Грунт, конечно, очень сухой, потому что стояла жара. Сейчас я их буду усиленно поливать, но поливать не заливая. Хризантемы не очень любят очень влажный грунт. Перед высадкой в грунт
за 2 дня до пересадки в грунт я свои растения, свои хризантемки пролила пином. Это антистрессовый препарат. В общем, каждая пересадка в грунт, новая адаптация для растений требует больших усилий. Поэтому для того, чтобы снять стрессовую ситуацию по пересадке их в грунт, я пролила эпином, антистрессовым препаратом. Между лунками, вот вы садите в рядочек хризантемы, между растениями должно быть не меньше 60 сантиметров, потому что они разрастаются крупным шаром, и чтобы они друг другу не мешали, не меньше 60 сантиметров. Садите, ой, это разрушился немножко. Если садите рядами, значит между растениями не меньше 60 сантиметров, между рядами около метра, 80 метр, потому что мультифлора это достаточно большое растение, если ему комфортно, оно вырастает до громадных размеров, чтобы они друг другу не мешали, развивались хорошо. Между рядами 80 метров, между растениями 60 сантиметров. Проливаю простой водичкой. Хорошо проливаю, чтобы первый раз проливаю очень хорошо, чтобы земля была очень влажная. Примерно 7-10 дней буду проливать только чистой простой водичкой, чтобы дать растениям акклиматизироваться в грунте. Через неделю после высадки в открытый грунт начну подкармливать аммиачной селитрой. Примерно месяц я буду их кормить аммиачной селитрой для того, чтобы нарастала зеленая масса. Позже можно подкармливать комплексными удобрениями, которые содержат азот, фосфор, калий и микро- и макроэлементы. Раз в месяц обязательно нужно будет сбрызнуть хризантемы любыми инсектицидами от вредителей, такими как Актара, Конфидор. Можно проливать хризантемки, еще подкармливать и по листу. Я уже высадила все свои череночки в грунт и подведем итоги. Значит, черенки хризантем лучше высаживать в июне, чтобы дождаться обильного цветения осенью. Между лунками, между растениями делать 60 сантиметров, между рядами 80 метров. Высадили, пролили простой водичкой, 7-10 дней проливать чисто водой. После 70 дней нужно проливать удобрениями, содержащими большое количество азота. В моем случае я буду проливать аммиачной селитрой для того, чтобы нарастала зеленая масса. И для того, чтобы нарастала зеленая масса, я буду по листу подкармливать. У меня есть такое универсальное удобрение, как биоглобин. Биоглобин можно проливать под корень, можно проливать по листу. Пролил под корень, значит нарастает корневая система. Сбрызнул по листу, значит нарастает зеленая масса. Аммиачной селитрой, азотосодержащими удобрениями я буду подкармливать в течение месяца. Позже комплексными удобрениями, в котором кроме азота, фосфора и калия еще будут микроэлементы, которые нужны для питания хризантем. Прищипывать хризантемы мультифлора не нужно. Они сами формируют шар, генетически расположены к формированию шара, поэтому прищипывать их не нужно. Высаживать их лучше на солнечное место. Хризантемы не любят тень и полутень. Поливать их по мере просыхания. Полили, земля сверху просохла, раскопали на сантиметр. Если грунт влажный, проливать не нужно. Если больше сантиметра грунт сухой, обязательно нужно пролить.
От укоренения черенков до цветения проходит 120 дней. Вот рассчитывайте свое время высадки хризантем, укоренения, высадки в грунт до цветения, чтобы вы осенью дождались цветов. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.